Всем привет! Вы на канале Рецепты для всех. Сегодня я покажу вам, как готовить очень вкусную медовую пахлаву. Раньше я думала, что этот десерт очень сложный в приготовлении, но оказалось, что он не тяжелее шарлотки. Для начала растапливаем 200 грамм сливочного масла. Лучше всего использовать масло 82% жирности. Я готовлю пахлаву с тестом фила. Это очень тонкое и нежное тесто, которое намного упрощает готовку, экономит время и нервы. На тесто нужно положить форму, в которой мы будем выпекать пахлаву, и обрезать его. Обрезки не выбрасывайте, их можно положить в середину пахлавы или же приготовить с ними вкусную запеканку. 200 грамм грецких орехов перемалываем. Если у вас нет специального измельчителя, можно нарубить орехи ножом. Они могут быть как мелкой крошкой, так и кусочками побольше. По сути, пахлаву можно готовить с любыми орехами, но, как по мне, с грецкими получается вкуснее всего. Приступаем к самому интересному – формированию пахлавы. Берем нашу форму, кладем один лист теста и обильно смазываем его маслом. Промазывайте прям очень-очень хорошо, масла должно быть много. Некоторые заливают маслом пахлаву уже после того, как ее сформировали и нарезали, но, как по мне, лучше сразу обильненько все смазать. Каждый третий лист теста обильно посыпаем орехами, пригибаем края и продолжаем до того, пока форма вся не будет заполнена. Если вы готовите большое количество пахлавы на большом таком противне, то можно не загибать края, а просто наслаивать слои теста друг на друга, посыпать орешками и также продолжать. После того, как уложен последний слой, мы подгибаем края чайной ложкой и сверху смазываем желтком. Для смазывания также можно использовать белок, но мне желток нравится больше. Так цвет пахлавы получается такой прям насыщенный и аппетитный. Здесь наступает самый важный момент – разрезание пахлавы. Делайте это очень аккуратно. Нарезать можно ромбиками или квадратиками. Но если форма маленькая, как у меня, то лучше всего сделать квадратные кусочки. Они будут выглядеть более аккуратно и есть их будет удобно. Сверху украшаем все половинками грецкого ореха и после отправляем в духовку на 40 минут. Духовку при этом выставляем примерно на 180 градусов. Пока пахлава выпекается, приступаем к приготовлению сиропа. В 50 грамм воды добавляем 100 грамм сахара и 2 столовые ложки меда с горкой. Варим все около 10 минут, пока сироп не начнет немного густеть. После того, как наша пахлава пропеклась, заливаем ее сиропом. У меня пахлава слегка покрылась сверху корочкой от меда, так как им я смазывала десерт в процессе выпечки. Делаю я это для того, чтобы не добавлять в пахлаву много сахара. Десерт должен быть почти полностью покрыт сиропом, так как после он полностью впитается. Оставляем пахлаву на ночь в холодильнике и после можем наслаждаться и радовать близких очень вкусным лакомством. Если честно, домашняя пахлава намного вкуснее купленной. Подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные рецепты. С вами была Лера, спасибо, что готовите вместе со мной.